Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Сегодня я решил записать интересное видео. Полгода использования смартфона Galaxy S21 Fan Edition. Snapdragon 888, классный экран, хорошее имя Samsung, практически флагман. Очень приятная по цене и классная камера, в том числе и с оптическим увеличением. То есть можно делать и портретики, и увеличение. Этот смартфон является очень хорошим компромиссом, когда тебе не нужно покупать дорогой флагман, и кому не нужны лишние флагманские истории, но при этом ты хочешь купить Samsung, ты хочешь купить хорошую камеру. И вот эти вещи Samsung выполняет. Но при этом, конечно же, прошло полгода, пришли обновления. Мне было очень интересно узнать, насколько он станет, может быть, быстрее оптимизирование, как у него будет работать аккумулятор, ну и самое главное, насколько он выполняет функцию вот этого предфлагмана. Поэтому мы сегодня его сравним также с Galaxy S22 Ultra. Да, я взял топовый Samsung. И что самое интересное, друзья, здесь у нас есть и влагозащита, и беспроводная зарядка. Samsung, по сути, экономили только на корпусе. В общем, друзья, полгода, опыт использования Galaxy S21 Fan Edition. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Стоит сразу, наверное, сказать про цену. Потому что именно в плане этой характеристики у этого смартфона сейчас все хорошо. Ну, во-первых, он, когда и стартовал, он стоил порядка 50 тысяч рублей. Сейчас во всяких DNS и прочих смартфон продается за 59 тысяч. Кстати, напомню, что у нас сейчас действует параллельный импорт, поэтому, по сути, все смартфоны одинаковые, они привезены откуда-то. Но при этом, если копнуть глубже и посмотреть в другие магазины, то там можно найти цены 50, 40 и даже 35 тысяч рублей. То есть, я бы сказал так, за 35 тысяч рублей это вообще офигенный вариант, если вы хотите смартфон с классной камерой. Я думаю, что это вообще лучший вариант за эти деньги. И, естественно, я, как всегда, вам рекомендую заглянуть к моим друзьям, компания Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, потому что у них хорошие цены, доставка по всей России. И если вы по ссылочке внизу перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок. Помимо Samsung, там еще есть и Pixel, и Sony, и все остальное, так что выбор очень большой. Конечно же, периодически смартфоны заканчиваются, так что порой может стоить подождать. Но цены хорошие. Это видео, конечно же, будет не обзор технических характеристик, а именно опыт использования. То есть, какие моменты я подметил для себя, когда я пользовался этим смартфоном, особенно в сравнении со всеми остальными. И вы знаете, какая очень важная вещь. Samsung на этом смартфоне очень сильно сэкономил. Я имею в виду, что он очень сильно сэкономил в плане внешнего вида. Грубо говоря, если начать придираться, а может быть даже и заниматься хейтом, то тут очень много моментов, за которые можно похейтить Samsung. В первую очередь, это, конечно же, то, что когда ты берешь его в руки, у тебя нет вообще никакого ощущения, что это дорогое устройство. Ну, собственно, оно и не очень дорогое, да? Ладно, 59 в DNS, а так за 35 берешь. То есть по тактильным ощущениям он практически ничем не отличается от Galaxy A52. А A52 это средний сегмент. И я бы так сказал, для кого-то это точно минус. Потому что за эти деньги, типа 30, 40, 50 тысяч рублей, можно купить хорошего китайца, у которого будет все хорошо в плане технических характеристик. Он будет очень быстрый, шустрый. Это будет какой-нибудь даже флагман, Realme или еще что-нибудь. У него будут и материалы корпуса нормальные и так далее. Но он будет проигрывать по камере. Он будет проигрывать как по основной камере, также он будет проигрывать и по телевичку, потому что, в принципе, у Realme, и у Xiaomi, и у всех остальных китайцев практически ни у кого нету телевичков, то есть хорошего портретного объектива. Это вообще стало очень большой редкостью, и я расстраиваюсь, что именно так. У Realme, если вспомнить, был только Realme X3 Zoom. Так назывался смартфон, выходил несколько лет назад. Там был телевичок. Все, больше нету. У флагманов нету. У Xiaomi только у топовых. Там у 11 Pro версии или у 12 Pro версии, не берем ультра, да? То есть тактильно Samsung проигрывает практически всем смартфонам, которые находятся в этой же ценовой категории. И если для вас это имеет значение, то обратите внимание. Сзади у нас пластик. Поэтому если вы будете носить его без чехла, он, конечно же, поцарапается. Хорошо, хоть у нас есть алюминиевая рамка, и хорошо, что она не блестящая, а матовая. Прикольно держать в руке. Хорошо, что у нас есть влагозащита. Мало того, я бы сказал, что внешне, в принципе, он очень спокойно выглядит. У него достаточно спокойный, сдержанный дизайн в стиле Samsung, но на фоне китайцев, мне кажется, он более простой. Плюс, например, расцветка, да, ну вот такой странный зеленый цвет. Ну, тоже как бы не тот вариант, который я бы, например, очень хотел бы купить. Понятное дело, что в большинстве случаев мы, наверное, носим смартфоны в чехле, и я вам рекомендую это делать. Потому что если вы вдруг уроните этот смартфон и разобьете классный AMOLED-экран, вам-то выльется 15-20. Давайте про экран поговорим. К нему у меня вопросов никаких нету. Во-первых, диагональ дисплея 6,4 дюйма. Это небольшой экран, то есть у нас смартфон не лопата. И это тоже в рамках современных реалий важная вещь. Не лопаты ценятся, не лопат сейчас очень немного. Поэтому если у вас не гигантская рука, то вы смело можете брать этот смартфон, потому что он эргономически удобен. Он еще и весит немного, всего лишь 177 граммов. На фоне многих других смартфонов это прямо легкий телефон. В общем, с эргономикой все хорошо. Плюс под большим пальцем находится и кнопка включения, и кнопка громкости. Все реализовано хорошо. И еще экран без закруглений. Это тоже очень многие любят, но правда нету с завода никакой пленочки. Samsung здесь стали немножко жаднее.
жадничать. Небольшая фронтальная камера врезана в экран. Также у нас в экране есть сканер отпечатка пальцев. Он не очень быстрый, то есть у современной серии Galaxy S22 сканер отпечатка пальцев работает быстрее и точнее. Здесь, я бы сказал, сканер от таких прошлогодних версий. Может быть 21, а может быть даже 20. И еще разблокировка по лицу, знаете, тоже происходит не очень быстро. То есть, опять же, всем китайцам, Realme, Xiaomi и остальным этот Samsung будет проигрывать в плане разблокировки и скорости разблокировки. Ну ладно, это, наверное, не так важно. В целом, жить с ним удобно. Экран яркий, сочный, динамик 2X AMOLED, 120 Гц, HDR10+ поддерживает. Скорость отклика экрана этого смартфона 240 Гц, то есть 240 раз в секунду он считывает, нажали ли вы на экран или нет. Нельзя назвать это решение сильно геймерским, но я не могу сказать, что смартфон потормаживает. Нет, он работает вполне себе хорошо. У него есть моменты, которые тормозят, но я расскажу о них чуть попозже. Они касаются, в принципе, операционной системы и анимации. Ну и, конечно же, у нас есть шим. Вы знаете, что самсунговские дисплеи самые шимные, и, к сожалению, у них нет никакой защиты для глаз. Так что, как есть. 400 нит яркости в обычном режиме, до 700 нит яркости поднимается в автоматическом режиме, а вот сейчас, находясь под солнцем, яркость поднимается до 800 нит. Под солнцем совершенно легко все считывать с экрана, поэтому здесь, опять же, вопросов никаких нету. Еще у нас есть Always On Display, и это активный Always On Display, и много у кого такого нету. То есть, если сюда прилетает уведомление из WhatsApp, вы нажимаете на значок WhatsApp, и смартфон открывает WhatsApp. То есть, на заблокированном экране вы нажимаете на уведомление, и открывается именно это приложение. Я не помню, чтобы у кого-то еще такое было. По-моему, что-то типа того есть у LG. Ну, кто сейчас LG пользуется? Кстати, тоже корейцы. Кстати, что касается герцовки. Здесь нету, знаете, переменной какой-то герцовки. Можно выставить 60, можно выставить 120. И если вы выставляете 120, то у вас эти 120 Гц будут работать. То есть, когда вы будете смотреть видео, у вас не будет автоматически опускаться герцовка. Многие говорят, что опускание герцовки происходит для того, чтобы у нас снижалось энергопотребление, для того, чтобы экран у нас был более энергоэффективный. На самом деле, я бы сказал так. Вы знаете, я проводил эксперимент. Я пользовался смартфоном день, грубо говоря, на 120 Гц и день на 60. И вот какой-то реальной разницы именно в плане энергопотребления я не замечал. То есть, грубо говоря, что там будет там типа 5 часов экрана, что тут будет 5 часов экрана. То есть прямо не за что зацепиться. Хотя наверняка все-таки какой-то элемент энергопотребления есть, когда у тебя 1 Гц или когда 120. Ну вот я особой разницы не видел. Но так как у нас здесь 120 Гц, поэтому эти 120 Гц везде. В браузере, в операционной системе, в звонилке, потому что много у кого, даже у флагманов, в некоторых частях смартфон не всегда отображает 120 Гц, в том числе и в родных приложениях. Какой-нибудь Google Фото там и так далее. А здесь все это нормально. Но если в плане экрана здесь все хорошо и можно без проблем конкурировать с китайцами, то в плане тактильных ощущений, виброотдачи нет. Здесь ничего толкового нету. То есть я беру, например, OnePlus Ace, и там очень приятный вибромоторчик. Ты прям чувствуешь, как он постукивает. Да ладно, бог с ним Ace. Ты берешь там Redmi Note 11, там Pro какой-нибудь, и там тоже приятное постукивание вибро. Здесь в Samsung старинный жужжащий вибромоторчик. Да, он не очень раздражает, но никакого удовольствия не доставляет. Я знаю, что многие из вас в принципе выключают вибро. Я стараюсь вибро все-таки оставлять, потому что это связывает тебя со смартфоном. Есть прикольные моменты, когда, например, ты увеличиваешь масштаб картинки в камере, и у тебя происходит такое пощелкивание, как будто бы ты крутишь настоящее колесико. Короче, вибро — это прикольная штука, если она здорово реализована. Здесь она реализована слабо, поэтому он проиграет в этом смысле абсолютно всем китайцам, даже среднебюджетным, типа Redmi Note 11 Pro. Зато в плане стерео звука здесь все хорошо, мне нравится звучание, понятное дело, что оно не топовое, но оно окей. Естественно, у нас нет 3,5 мм джека, но давайте уже об этом не будем говорить. Карточка памяти здесь тоже отсутствует, а по памяти у нас, в принципе, тоже скромные варианты. 628, 8128, 8256. И вот от памяти давайте переходить к быстродействию, потому что это тоже не конек этого смартфона. Значит, смотрите, у нас здесь Snapdragon 888. Но круто, что на территории России продается, точнее так, продавался официально Snapdragon 888. То есть не Exynos, а Snap. Это хорошо. Предыдущий, кстати, Galaxy S20 Fan Edition сначала выпускался на Exynos в России, а потом продавался на Snapdragon. И вот смотрите, какая штука в плане быстродействия. Значит, Samsung точно нельзя назвать быстрым смартфоном вот в рамках всех остальных. Опять же, если взять тот же самый OnePlus Ace, у которого стоит Snapdragon 870, если взять какой-нибудь Realme GT Neo 3, у которого стоит Dimensity 8100, вот эти все смартфоны набирают уверенные 700 тысяч баллов AnTuTu. И они действительно очень быстрые. То есть быстрый смартфон, быстрая память, быстрый накопитель и очень быстрая операционная система. А вот у Samsung так не получается. Все, наверное, начинается с операционной системы. Да, здесь операционка работает хорошо, но не идеально. То есть небольшие подфризивания есть, небольшие подлагивания есть. То есть этот смартфон будет точно проигрывать всем остальным телефонам, которые находятся в этой
этой же ценовой категории типа 30, 40, 50 тысяч рублей. Я сейчас говорю про китайцев, конечно же. Это топовые Realme, это предтоповый Xiaomi, он не такой шустрый. Да и цифры, честно говоря, меня не очень радуют, потому что 644 тысячи баллов AnTuTu выдает Snapdragon 888 до 40 градусов нагрева. Но периодически бывает и 519 тысяч баллов, и нагрев до 41 градуса. При этом, если мы посмотрим на график тротлинга, то здесь особо никаких проблем нет. То есть нельзя сказать, что смартфон сильно нагревается и как-то из-за этого сильно тротлит. Но по цифрам он не показывает ничего сверхъестественного. Соответственно, есть ощущение, что компания Samsung где-то все-таки прибрала этот смартфон и прибрала производительность, потому что тот же самый OnePlus 9 RT, который на 888 Snapdragon, но он набирает гораздо больше, и он гораздо оперативнее работает. То есть в плане игр, я бы сказал, этот смартфон, наверное, не будет лучшим вариантом. То есть мы, знаете, всегда находимся в зоне компромисса. Либо вот вам нужна камера хорошая, окей, тогда у вас будет классная камера, но производительность будет похуже. У китайцев наоборот. Давайте все силы отдадим в производительность, пусть у нас все взрывается, а вот в плане камер мы поставим везде этот бедный Sony 766, который в принципе является хорошим сенсором, но не является топовым. И, конечно же, никаких телевичков и так далее. Плюс там нельзя, например, снимать 4К. Samsung умеет снимать 4К на фронтальную камеру. В общем, грубо говоря, кому что больше надо. Если вам нужен более производительный смартфон и камера не имеет большого значения, то тогда лучше выбирать китайцев. А если для вас имеет значение камера, а при этом производительность вам нужна просто обычная, то Galaxy S21 Fan Edition вам подойдет. Понятное дело, что NFC есть, GPS есть, поддержка Wi-Fi 6 поколения есть, а вот в плане аккумулятора тоже, знаете, моменты. Я, честно говоря, надеялся все-таки, что аккумулятор покажет себя лучше, чем он есть на самом деле. Я надеялся, что те апдейты, которые прилетают периодически, они все-таки улучшат ситуацию. Но этого не происходит. То есть здесь у нас аккумулятор на 4500 мАч, скорость зарядки 25 Вт. Это достаточно долгая зарядка по сравнению с другими флагманами, которые заряжаются там за 30-40 минут. Здесь смартфон будет заряжаться без проблем часа полтора, а если вдруг возьмете еще какую-нибудь зарядку поменьше, то и 2 часа и даже больше. И вот что я в итоге имею по аккумулятору. 10 часов и 54 минут проработал смартфон, 4 часа 23 минуты работы экрана. Или 10 часов 37 минут проработал смартфон, 4 часа 41 минута работы экрана. 10 часов и 9 минут проработал смартфон, 4 часа 35 минут работы экрана. Смотрите, статистика такая, что смартфон примерно работает 10-11 часов и выдает примерно 4,5 часа экрана. Что такое 10-11 часов? Это значит, что вы в 7 утра с зарядки сняли смартфон, а в 6 вечера он уже такой: привет, зарядочка, где ты там находишься? Я бы сказал, этого маловато. То есть для меня очень важно, чтобы смартфон доживал до 8, 9 и, может быть, 10 часов вечера. А здесь получается, что он обрывается. Важно понимать такую штуку, друзья. У всех энергопотребление разное. Я перемещаюсь по городу, у меня постоянно происходит коннект с сетью и так далее. Я много общаюсь, мессенджеры, социальные сети, YouTube и так далее. Многие из вас просто приходят в 10 утра на работу и в 6 вечера с работы уходят. И у них смартфон все это время находится в Wi-Fi сети и лежит рядом с ними. Поэтому, конечно же, в этой ситуации он тратит гораздо меньше энергии, ну, как минимум, просто на сотовую связь. А на сотовую связь уходит действительно большое количество энергии. Поэтому для тех людей, которые перемещаются, у них очень много аккумулятора уходит просто, вот, грубо говоря, в пустоту, на то, чтобы смартфон держал сеть. Поэтому у всех разное энергопотребление, и у меня это будет 4,5 часа, а если вы находитесь на одном месте постоянно на работе, у вас, возможно, будет 5 и 6 часов работы экрана. Я это допускаю. Поэтому все зависит от того, как вы проводите свой день. Я бы хотел, чтобы аккумулятор был чуть-чуть побольше. Возможно, если бы он был 5000 мАч, а сам смартфон был немного потолще, я бы на это согласился, но у меня бы выходило 5 часов работы экрана, и это было бы уже хорошо. Ну, а как я говорил, в плане камеры у этого смартфона все хорошо. Я бы больше даже сказал, этот смартфон уникальный в плане камеры, потому что в этой ценовой категории ни у кого нету оптического увеличения. Ни у кого из конкурентов, Realme, Xiaomi и все остальные, нет оптического увеличения. И как я обещал, друзья, я делаю сравнение Galaxy S22 Ultra и S21 Fan Edition. То есть у нас здесь основная камера, это Sony IMX 555. Кстати, обратите внимание, да, это Samsung, но камера от Sony. Эта камера стояла и в предыдущих Galaxy S20, и в Z Fold 3, и в Galaxy S21. Очень популярная камера, которую использует постоянно Samsung. Проверенный сенсор, с ним все хорошо. Он умеет снимать 4К 60 кадров в секунду, вопросов никаких нету. Плюс есть оптическая стабилизация, короче, с этим все в порядке. Также, как я сказал, есть трехкратное увеличение. Сенсор, который дает возможность делать классные портретики. Да, я это люблю. Я знаю, что большому количеству людей, в принципе, на это без разницы, а для меня это имеет значение. Телевички, правильные портретики, правильная геометрия лица, бакешечка, все дела.
кайфово, Samsung спасибо. И еще у нас есть широкоугольная камера на 13 мегапикселей, она тоже, кстати, от компании Sony IMX258. По ширику здесь тоже все вполне хорошо, потому что у Samsung традиционно широкий ширик, то есть большой угол охвата, много всего попадает в камеру. Ну, что, друзья, вы думаете по поводу фото и видео возможностей этого смартфона? Я бы сказал так, вот если вам нужен телефон, который делает очень классные фотографии, если вы хотите купить смартфон и у вас есть бюджет типа 30, 40, 50 тысяч рублей и основной приоритет у вас в камере, то безусловно Galaxy S21 Fan Edition умеет делать классные фотографии, умеет снимать хорошо видео по сравнению со многими другими смартфонами. Основная камера с оптической стабилизацией, телевичок, широкоугольная камера — это очень хороший набор для того, чтобы делать классные фотографии. Но при этом этот смартфон будет проигрывать китайцам за эти же деньги в плане быстродействия, в плане энергоэффективности, в плане каких-то тактильных моментов, да, в принципе, наверное, и в плане дизайна тоже. И тут, наверное, вопрос такой, что вам важнее? Камера, славное имя Samsung, нормальная работа смартфона, или вам нужен очень быстрый, очень шустрый смартфон, вы готовы купить себе китайского товарища, и камера для вас имеет не такое большое значение. Собственно, на этом все, друзья. Очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Я внизу оставляю ссылки на Дзен, на телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Ну а меня зовут Фил, это Честный Техноблог. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем вам счастливо и пока!